Всем привет! Меня зовут Елена, вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». Сегодня в видео я хочу рассказать о знаменательном событии, которое произошло у нас на острове Катао в Таиланде в прошлом месяце. Катао – это тайская мекка дайвинга. Здесь выдается больше всего дайверских сертификатов в Юго-Восточной Азии. А что дайверы любят больше кораллов, рыбок и декомпрессионного пива? Конечно же, затонувшие корабли. И вот, в начале сентября свершилось то, над чем местное дайверское сообщество и Департамент морских ресурсов работали еще с 2020 года. На Катао затопили два отслуживших свое военных корабля. Подобная операция – это сложный и затратный процесс, поэтому многие дайв-центры на острове внесли пожертвования в меру своих возможностей. Топить будут кораблики-близнецы, списанные со службы ВМФ Таиланда в 2018 году. Названия у них достаточно труднопроизносимые, поэтому мы называем их обычно просто по номерам 312 и 313. HTMS Hanhak Satrу и HTMS Supairin. Попробуйте-ка произнести после пары пива. Корабли, кстати, не сильно старые. Они начали свою службу в 1977 году, и вот теперь они обретают вторую жизнь в качестве прибежища морским обитателям и развлечения для многочисленных дайверов. Вот так они выглядели за пару дней до затопления, когда шла подготовка. Процесс затопления начался. Трюм корабля начинают закачивать воду. Естественно, предварительно корабли подготовили. Вычистили все содержимое, часть люков убрали, часть заварили. Даже спилили верхнюю часть с антенной, потому что по правилам верхушка затопленного объекта должна быть на глубине как минимум 12 метров от поверхности. Как видите, на такое представление собралось много дайв-центров, но сильно близко подходить, конечно, нельзя. Зрелище очень захватывающее и немного пугающее одновременно. Самое лучшее видео, конечно, было с дрона у другого дайв-центра. Даже внутри корабля были установлены камеры. Дальше было несколько дней томительного ожидания, прежде чем всем разрешили погружаться на новенький рэк. Это время нужно было для установки буев и финальных доработок. 313-й затопили совсем недалеко от одного из наших самых популярных дайв-сайтов – Twins. На глубине 24-26 метров, с верхушкой где-то на 15 метров. Длина корабля 45 метров, ширина 7 метров. Оставили два орудия, одно большое на носу и что-то типа пулемета на корме. Оказывается, погружаться на совершенно свежий затопленный корабль – это совершенно другие ощущения.
Все вокруг новенькое, гладенькое, ни тебе ржавчины, ни острых кусков металла, ни коварных морских ежей и скорпен. Чувствуешь себя абсолютно безопасно. Можно все потрогать, пострелять из пушки и вообще побаловаться. Наверное, именно поэтому даже умудренные опытом инструктора вдруг начинают вести себя прямо как дети на игровой площадке. Ну что, время заглянуть внутрь корабля. Просьба убрать всех страдающих клаустрофобией от экранов. Даже внутри пока достаточно безопасно, потому что еще не началась коррозия и нет ила. Рыбок, правда, еще тоже нет. Но я уже видела пару любопытных мосек, присматривающих себе новый дом. Вечером, в день затопления первого из кораблей-близнецов, на острове устроили праздник с бесплатным угощением. Можно было купить памятную футболку или кепку, что большая часть мужчин на острове и сделала. Большие размеры разлетелись, как горячие пирожки. Можно было сфотографироваться с макетами кораблей.
Естественно, была церемония вручения грамот всем дайв-центрам-спонсорам, которые пожертвовали деньги на затопление. Next DPM Diving sponsor for 30,000 บาทลำดับต่อไป Scuba Bird สนับสนุนเงินจำนวน 30,000 บาทค่ะ Next Scuba Bird sponsor for 30,000 บาทค่ะ Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно присоединиться к нашему локальному историческому событию. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно, приезжайте на Катау, чтобы увидеть все это своими глазами.